Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Астро Инспирационе. Второй расклад, что случится, что произойдет в ближайшее время, события и неожиданности ближайших дней. Давайте с вами узнаем. Обычно наш расклад строится по декадам, но те вопросы мы сегодня с вами рассмотрим, которые не вписываются в рамки времени, те события, которые произойдут в апреле, а возможно это где-то в конце марта месяца, у нас так астрологически складывается. Вот пусть нам карты расскажут, и это будет как прогноз без границ или расклад без временных рамок. Возможно, это для вас будет хорошей подсказкой, поэтому, мои дорогие, подумайте о важном вопросе, который вас сейчас беспокоит, или, может быть, и думать не надо, уже какая-то мысль не выходит из головы. Тогда приготовьтесь услышать те подсказки, те знаки, которые вам готовы дать карты Таро. И мы достанем 6 карт, зададим основные вопросы, которые, я думаю, вам будут полезны. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла тоже. Итак, что внезапно, что неожиданно, что вас удивит? Первая карта. С чем или с кем будут связаны внезапности, неожиданности, может быть, как документы, третьи лица, внешние обстоятельства. Вот что вам важно сейчас услышать? Ну и к чему приготовиться, к чему это все идет? Может быть, именно уже в апреле. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие девы? И отдаленные события или события отдаленного будущего. Именно апрель, чем порадует, что будет дальше в апреле месяце. События будущего. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, так что же тут внезапно, неожиданно, может быть, сфера жизни, что нам откроют карты? Я вам скажу, документы, мои дорогие, работа, много разных людей, тех людей, которые вам могут не нравиться, те люди, которые могут вызывать внутреннее сопротивление, когда мы не согласны с чем-то. Но все-таки по рыцарю мечей, сейчас мы достанем дополнительные карты, это может быть конкретный гонец, который к вам, может быть, придет, или где-то вы можете столкнуться с конкретным человеком, и задача будет, а вы ведь мастера аналитики, мастера критического мышления. Вот как раз ваша сильная сторона, она будет, возможно, как востребована. Вам придется, возможно, решать какой-то сложный вопрос, который, тем не менее, кроме вас не может решить никто. Но вот этот эмоциональный фон, да, потому что есть вот такое значение по этой карте «Бунтарь без причины». Пусть не в этой колоде, но все же. Берем так в целом, да. Она говорит, свидетельствует о том человеке, который, ну, может быть, не обладает тактом, к примеру, да, или который резок, или который такой, знаете, порывистый даже в каких-то своих решениях, импульсных, да. Вот вы с такими персонажами можете столкнуться. И все же по этой карте есть такое очень положительное значение, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Вот с чем это связано. Но мечи ведь это всегда интеллект. Поэтому вот какую-то задачу, вопрос, король мечей. Может быть, это и есть конкретная персона. Может быть, и человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Но вообще-то это карта эксперта. И я не исключаю, кстати, что вас удивит. Конкретная персона, ну пусть даже по астрологии не совпадает, но это может быть, к примеру, вышестоящее лицо или какое-то лицо, которое наделено полномочиями, вам придется договариваться. Это может быть руководитель на работе или чиновник какой-то, да, вам нужно именно что-то решить. Для кого-то из вас это юрист, адвокат, вот что-то такое, есть правда, которую нам приходится принять. Где-то карты говорят все-таки две, вот в одних энергиях карты, это вам словно придется превратиться вот в такого хладнокровного короля мечей, чтобы решать какие-то темы, вопросы, причем конкретные, не абстрактная, а именно какая-то конкретика. Но благодаря этому вы наращиваете собственную силу. Вот, кстати, удивительно. Кто из вас не знает, вы знаете, что ведь это ваш аркан. Критическое мышление или знак Девы очень часто. Потому что именно вам свойственна вот эта сила, как и договориться, так и вот как сдержать, да, посмотрите, обратите внимание, как на цепочке, я надеюсь, это видно. Девушка держит льва.
Лев – это прообраз нашего эго. И вот я часто говорю держать эмоции на коротком поводке, как будто нам придется. С первых карт, в общем-то, нам уже задали тон Таро, что есть какая-то история или тема, важный вопрос, который нужно решать обстоятельно, а эмоций просто может быть ворох. Может быть, сама по себе тема какая-то болезненная. И, возможно, это вам придется быть вот таким серым кардиналом. Да, есть такая фраза «подстраиваться», да, может быть, не очень литературно, адаптироваться, давайте красиво скажем. Может быть, это вы и кого-то будете адаптировать. Вот я такое тоже не исключаю. И действительно, ваша врожденная мудрость, где-то ваша чуйка, ведь энергетика, как у мага. Маг – великий практик. И вот именно критическое мышление. Знаете, много будет вот интеллектуальной работы, много будет каких-то размышлений. Может быть, это та задача, которая, ее вот как в лоб ее не решишь. А вот к ней есть для решения куча каких-то обходных маневров. И все силы в ваших руках, мои дорогие. Но, видимо, серым кардиналом все-таки правильно быть. Почему? Потому что рыцарь мечей, да, мы говорим, импульсивность, где-то порывистость, отсутствие такта. Может быть, люди, вот где-то карты вам хотят, ну, немножко предупредить, что как бы дева, будь готов к тому, что вокруг тебя может происходить, ну, какие-то турбуленции, или когда ты сталкиваешься даже с такими людьми. Нас ведь судьба не спрашивает, правда, с кем мы хотим столкнуться. Потому что, ну, может быть, даже у кого-то эта ситуация домашняя. Но я тут больше вижу. Все же это что-то внешнее. Это вы именно, может быть, оказываетесь в такой общности, в таком коллективе или какие-то вопросы. Но ваша-то сила, как ваша значимость от этого возрастает. Мы именно лучшие качества характера или свои таланты, как ни странно, раскрываем в сложное время. Не тогда, когда у нас, знаете, полный штиль. Нет, тогда мы в каком-то расслабленном состоянии амебы находимся. Ну, я шучу, конечно, да, кто-то и не находится. Но я надеюсь, вы мой сленг понимаете. Но тут вот именно какая-то, может быть, даже патовая сложившаяся у кого-то ситуация, или она с внешними событиями связана, но вы там проявляете, ну, все самые прекрасные качества, и как будто вас замечают, в вас нуждаются. С кем или с чем это будет связано? Аркан Дурак. Хочется сказать, с дураком каким-то, извините. Ну, опять же, надеюсь, понимаете мой сленг. А ведь и правда, я ведь только что сказала. Человек себя может вести, ну, может быть, даже где-то неприлично. Или то, что вообще не вписывается в какие-то рамки, да, или кодексы, может быть, и так. Конечно, это старший аркан, он тоже говорит о том, что это внешне именно обстановка такая, но все же давайте прямо скажем, нулевой аркан говорит вообще о какой-то новой стратегии и тактике в жизни. И у нас, посмотрите, это колода Чару Маркетти. И прорисовал он такого шута, который имеет полномочия, как у мага. Он жонглирует всеми знаками зодиака. Вот приготовьтесь, вот вам где-то это перекликается карта с тем, что я уже сказала, правда? Вот с кем или с чем. Может быть, старший аркан нам просто хочет сказать, что это какие-то новые люди, мои дорогие. Это какие-то новые особенности, может быть, даже известных дел, когда они обрастают какими-то новостями, например, да, которых вы не предполагали. Элемент новизны будет конец марта и апрель месяц. Вас будет много чему удивлять. Люди тоже. Но как будто по рыцарю Пентаклей. Вы знаете, вот подсказка есть еще и вот в чем. Для вас открываются новые возможности лет на 10-20, мои дорогие, правда. Это карта марафонского забега. Это первое. А второе, где-то карта говорит, тебе придется пользоваться, дева, вот такой тактикой, которую мы с вами только что разбирали. Может быть, долгий срок, мои дорогие. Но здесь есть тот человек, который может вам прийти на выручку. Тот человек, который может вам или вас выручить деньгами, например, если кому это необходимо, или помочь решить какой-то сложный финансовый вопрос или документальный. Как будто в вашем окружении такой человек есть. Но я очень часто это в моих раскладах, когда выпадает эта карта, я это говорю. Вы можете даже на этого человека, который есть, вы можете не предполагать.
вы будете надеяться на кого-то другого. А вот тут именно задача его найти. Поэтому примите, ну, как совет от карт, что если действительно у кого-то из вас в течение апреля, ну или конце мая, создается вот именно такая конфигурация событий, то абсолютно точно в вашем окружении есть такой единомышленник. С кем или с чем. Тут есть тот, может быть, человек, который готов вас выслушать. Более того, ведь это карта по королеве кубков. С одной стороны, это карта ожидания, поэтому вы можете тоже, ну, некоторые, знаете, как события, добрые дела наспех не делаются. Может быть, не все будет укладываться в те временные рамки, как вы это задумали. У кого-то из вас, может быть, ситуация складывается даже в личной жизни. Но хочется сказать, что для вас важно, ведь очень часто по королеве кубков, и здесь это может, вот смотрите, как бы с основных двух позиций мы можем рассмотреть эту карту. Да, это будет говорить о том, что это может быть человек, который просто вас любит таким, какой вы есть, или какая вы есть. Но это может быть и ваше отношение к кому-то, правда? Поэтому мы все-таки, поскольку эта карта будет говорить о том, что, знаете, это человек-альтруист. Это та любовь, которая не имеет условностей. Это когда любят открытым сердцем, открытой душой. Но если мы говорим альтруизм, то по этой карте это тот альтруизм, который может доходить до самопожертвования. Поэтому будьте аккуратны. Вот две как бы составляющие, да, у кого-то проигрывается, может быть, это именно в личной жизни. И здесь нужно, может быть, и человек где-то ищет с вами, ну, взаимопонимание, или, может быть, за вас переживает. Но вы можете сами где-то оказаться в такой ситуации, когда, ну, вам или потребуется помощь, или все же, видимо, быть вот пусть, как я сказала, серым кардиналом, да, быть, может быть, и не очень красиво звучит, потому что где-то под смыслом мы говорим манипуляция, но я ведь и не исключаю так, что самому не сглупить, потому что по королеве кубков самому не дойти до самопожертвования. То есть какой-то, знаете как, баланс держать придется, да? С чем или с кем это связано? Нам снова выпадает рыцарь. И если здесь такой колючий рыцарь, да, или такой, знаете, как фразу может на отмашь кинуть, или вот он так думает, и все, точка. По рыцарю мечей нам могут, знаете, как-то доказывать жестковато, а по рыцарю жезлов вы можете столкнуться с таким человеком, который очень импульсивный. И если по рыцарю мечей тут не столько импульс, знаете, как какая-то твердая убежденность человека, непрошибаемая, хочется добавить. И что-то ему тут не объясняют, все равно на своей волне останется. Но, может быть, и вам где-то вот в хорошем смысле со знаком плюс. Вам это будет помогать, потому что это элемент настойчивости. Но точно так же по рыцарю жезлов вы можете с импульсивными людьми столкнуться, которые, знаете, ну, представьте, что вы едете по дороге. Вот все едут скоростью потока. А есть обязательно хоть один, который все время перестраивается, всех обгоняет. В итоге на светофоре мы встречаемся, да, хочется сказать. То есть вот вроде бы ничего не предвещало, да, все едут спокойно. И скорости ты не наберешь вот на этих маневрах. Ты только создашь какую-то возню или, ну, опасную обстановку. Так вот с такими людьми вы тоже можете столкнуться, мои дорогие. Поэтому, наверное, и для вас баланс, вот правда какая-то интересная ситуация. Буду вам благодарна, если вы мне потом, может быть, где-то в конце апреля, а то и в мае, если не забудете, вернетесь и напишите, что же это такое было. Сплошной драйв, но еще и карта нам говорит, будь готов к неожиданностям. С чем эти неожиданности? Они как будто продолжаются. Вам придется принимать однозначное решение. Я потому что не поняла до конца, поэтому хочется еще дополнительные карты. Но это выход из лабиринта, я часто называю. Вот тут действительно у вас решается какой-то сложный вопрос. Причем многоходовочка какая-то, мои дорогие. Поэтому дипломатом быть точно стоит. Но этим вы себе, ну, знаете, как прокладываете такую надежную дорогу, хочется сказать, даже шоссе. Да, то есть это на долгое будущее, причем с уверенными вашими позициями,
с какими-то уверенными договоренностями, у кого-то подписание документов, может быть, каким-то сотрудничеством. Ну, просто у кого-то действительно проиграется в личной жизни. Вот непростой вопрос. У кого-то это документы и работа. К чему приготовиться, мои дорогие? Но ожидание есть. То есть всегда по этой карте мы как ухаживаем. Ухаживаем за собственной мечтой, за собственным проектом, за тем, как, знаете, цель наша мы хотим осуществить. Но вот это добрые дела наспех не делаются. По этой карте может быть и пустое ожидание, кстати. Поэтому мы ведь все разные, вот карты мы говорим. То есть не должно быть какого-то самопожертвования. Или не должно быть такого, когда вы, ну, согласились, не знаю почему, вот так. Или вас уговорили. Тут аналитика, и еще раз аналитика вам совершенно необходима. Но больше я вижу с учетом всех карт, что есть какая-то задача, которую вы будете продолжать не только в апреле. Это будет что-то на май. Да, тут нужно держать ухо востро, потому что по 7 мечей приготовься, что будут те персоны, которые врут. Ну, вот карта вора, карта хитрости, обмана. Кстати, мы по этой карте, ну, видимо, любая новость, любые люди. Слушайте свою интуицию. Аркан силы тем более выпадает. И, может быть, что-то не помещается в рамки нашего понимания. А тут от этого не отказаться, а себе задать вопрос. Мне чем это сейчас может помочь? Есть ведь значение, когда забрать свое. Именно забрать свое. Тут ведь тоже обратите внимание. Вчера Маркетти прорисовал человека, который забрал 5 мечей. И леса. Вроде они расходятся, да? Но каждый оглядывается. А как будто вот эти 2 меча, это как будто леса. От хитрость на хитрость, мои дорогие, тут какая-то. Вот интересно. Поэтому, может быть, кому-то вот эта многоходовочка, забрать свое, к чему все идет. Ну, сложновато. Много работы или усталости, мои дорогие, будет много. Умеренность, не спеши, как будто снова нам говорят. Не спешите, чтобы не было вот порывистых решений, да, или импульсных решений. Может быть, даже люди, которые провоцируют. Но, мои дорогие, здесь у вас, какой бы сложности ни был вопрос, по аркану умеренности идут не случайные случайности. Вам нужно слышать, как растет трава, подмечать и, знаете, вот все анализировать. Тут, правда, интеллект. Может быть, от этого где-то и усталость. Но тут не упустите его величество случая. Скажу пару слов, те, кто давно на моем канале, явно это слышали. Но пусть не в этой колоде, тем не менее, мы часто трактуем, ну или если вы смотрите видео, тарологи трактуют как, а ничего не меняется, умеренность, да, из пустого в порожнее. Нет, тут значительно все глубже, и этому аркану соответствует исторический факт, который произошел много веков тому назад, когда король франков, династия мировингов, его звали Хлодвиг, воевал с готами. И вышло так, что он оказался зажатым между рекой Рейн и войском готов. Погибель была бы неминуема. Ведь умеренность аркан нас призывает именно к аналитике, к хладнокровному расчету. Так вот, Хлодвиг, ну, понятно, что куда деться, да? С одной стороны речка, с другой стороны враги. Вот куда? Вот да, вот я как будто зажат. А тем не менее... Хлодвиг ходил вдоль берега, увидел. Вот, казалось бы, да, мелочь. Это как подсказки высших сил. Вот у вас что-то такое будет. К чему приготовиться, мы спросили. Поэтому я подробно останавливаюсь на этом аркане. И заметил Хлодвиг, что маленькие цветы желтые, болотный ирис. А он знал, что они растут только на мелководье, растут вдоль берега и уходят вглубь реки. Сумасшедшая идея. А не переправиться ли мне с войском вброд? Но вот он умел хранить, да, вот это спокойствие, такое хладнокровие. Хотя можно бы было бегать по берегу, рвать на голове волосы и кричать: все пропало, что делать? Нет, вот эта холодность мыслей, холодная голова, четкость суждений. Да, может быть, где-то, ну, риск ведь все-таки был, согласитесь. Но никто ведь от него этого не ожидал. Вот и вам, возможно, придется сделать что-то так красиво, как вы прежде не поступали. Это, знаете, как сломать о себе шаблон. От вас ожидали одного, а вы поступили совершенно по-другому, как этот Хлодвиг. В итоге он спас войско, они переправились вброд, действительно. Ну и когда готы проснулись, его уже не было вместе с войском. И соответствует, кстати, аркану умеренность
э, геральдическая лилия, то, что мы сегодня знаем, или вот этот болотный ирис. Ну, а геральдическая лилия, она входит на сегодняшний день очень многие религии мира. Это именно как символ очень мощный. Поэтому вот что значит аркан умеренности. Будьте к этому готовы. Как изменится ваша жизнь? Шикарно. Оно того стоит. Давайте перемешаю. Карта императрица. Ваше благополучие, это, знаете, как прогрессия. Математическая, геометрическая, любая. Ваше благополучие на кону, но ведь это всегда возможности. Два старших аркана. Самому себе не помешать все-таки, когда идет аркан-отшельник. Тут действительно ваша миссия. Только вы можете решить какой-то вопрос или какую-то сложную проблему. Но это потребует от вас, знаете, как сил душевных, эмоциональных, а самому приходится держать марку. Отшельник, ведь это философ. Его невозможно купить на эмоции, как и со знаком плюс, так и со знаком минус. Он не реагирует на дифирамбы, но точно так же он на обидные слова не реагирует. Ему все равно, что думают другие. Вот именно от такой какой-то философской позиции меняется ваше качество жизни. Надейся сам на себя. Но ваш статус изменится для многих из вас. Может быть, это будет карта говорить о смене статуса именно через личную жизнь. И тут тоже какая-то многоходовочка, неоднозначная такая. А у кого-то это будет связано с работой или документы. Может быть, даже ведь иногда, да, как вот идут юристы, адвокаты, может быть, у кого-то и суды. Может быть, и придется где-то договариваться, да, как через медиаторство. Но в ваших руках абсолютно все. Ну, правда, вот такой судьбоносный расклад. Так вот, давайте узнаем, что будет дальше, в апреле. События отдаленного будущего королева жезлов. Вообще, должна сказать, это та персона, которая прошла очень сложный путь. Это тот человек, который очень ресурсный. Но если прежде были какие-то ошибки, то теперь максимально себе не навредить. Основная задача по королеве жезлов. И она удачлива в правильной работе с информацией, раз, и правильном распоряжении деньгами, это два. Это может быть, я тоже не исключаю, для кого-то человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня или имеет там асцендент, Овен, Лев, Стрелец. Может быть, с такими вам придется договариваться. Какая-то ситуация выбора у вас будет еще в апреле месяце. И это, знаете, как прорыв. Может быть, прорыв имеется в виду в каких-то важных контактах, переговорах, встречах, договоренностях, получении каких-то важных бумаг. Он будет, мои дорогие. Вот мы с вами говорили, что добрые дела наспех не делаются. Может быть, не так быстро, или я бы даже сказала, не ставьте перед собой четких вот каких-то дедлайнов, да, потому что тут многое может меняться или не от вас зависеть, от людей, от внешних каких-то обстоятельств. Но восьмерка жезлов – это карта доброй трансформации и карта скорости, мои дорогие. Возможно, вам придется в апреле куда-то, ну, так быстро собраться, подпоясаться, налегке буквально отправиться. Но вы можете думать. Не слушайте никаких советчиков со стороны. Подступайте именно так, как вам сулит. Ваш интеллект подсказывает, ну и подсказывает ваша душа. Что же там за события? Да вы миротворец. Где-то мы об этом говорили, что вы можете так, вас как судьба вот так, в такую конфигурацию ставит. Может быть, это коллектив, да? Но бывает так. Когда есть какие-то прения, которые уже переросли, и получился какой-то, ну, вообще винегрет, да? И непонятно уже не разобрать. И вы где-то будете выступать вот той как раз силой, которая уравновешивает какие-то противоречия. Может быть, вообще в целом, да, в апреле. Вот во многих раскладах я уже не один знак зодиака сделала видео, пока дошла до вашего знака зодиака. И вы знаете, выпадает, правда, карта «Мир». И я искренне надеюсь, я знаю, меня смотрят люди из разных стран, и где-то сейчас идет война, где-то пусть войны нет, но очень тревожно, неспокойно. Где-то на улицу не выйдешь вечером, правда? И вот так тоже бывает. Ну, как-то вот небезопасно. Поэтому я очень надеюсь, по крайней мере, в апреле. И где-то астрологические конфигурации, они тоже таковы, что стремится все к какому-то итогу.
И поэтому, может быть, сильный мир всего уже важные решения примут о именно мире. По крайней мере, к миру будет прогресс. Я в это свято верю. Поэтому, но вы, может быть, вот этот мир, какое-то мирное решение. Но ведь это и для вас, мои дорогие, карта популярности, карта знаменитого человека. У кого-то это работа в интернет, у кого-то может быть как новая схема заработков, и это тоже у кого-то это удаленные заработки или работа из любой точки мира. У кого-то из вас вы задумаетесь в апреле, может быть, о переезде или какой-то очень далекой поездке, которая может вам предоставиться тоже в апреле. От какого-то человека, может быть, или как обстоятельства так сложатся. Поэтому вот даже мало карт, мне хочется сказать, несмотря на карту императрица, но, может быть, нам королева кубков с карты императрица будет говорить, что вот есть те, кто вами дорожит, кто вас искренне любит, особенно для тех, кто в паре. Но вы даже, для вас апрель может сложиться, конец марта, именно таков, что вы как будто больше будете нужны именно по делам. Либо сами какие-то вы поставили цели, перспективы, либо так еще будет складываться рабочая ситуация. Обстановка, карта совет, здоровое равнодушие, я всегда говорю, карта выздоровления. Отпускай что-то, прощай себя за какие-то ошибки, прощай кого-то за ошибки. Потому что это, знаете, всегда ведь та ситуация, когда прежде мы были чем-то болезненно ранены. И долгое время вот этот сгусток боли, он нас не оставлял. Да, ситуация 100 лет тому назад, условно говорю, она закончилась, но вот это внутреннее ощущение, какая-то болезненная скомина, она не проходила. Вот у вас теперь это оставляет. До конца апреля как будто это нивелируется, сводится к нулю. Но карта говорит, что благодаря, может быть, где-то настойчивости, терпению, от вашей аналитики, критическому мышлению, вы именно теперь можете разобраться, даже решить какую-то проблему и в чем-то поставить окончательно точку, как выздороветь. Потому что теперь вас это не цепляет. Может быть, раньше было много эмоций, а теперь их нет. Теперь не болит. По этой карте уже и отболела, и отгорела, и вообще не имеет значения. Точно. Вот где были вчера разочарования, утраты, здесь будет какая-то совершенно новая история, мои дорогие. Может быть, я не исключаю, кто-то помирится, почему нет? Я вот вполне это допускаю. Или проложит какой-то, пусть и узкий, но более надежный фарватер. И, понятно, худой мир всегда лучше доброй ссоры, правда? Будем говорить. Поэтому очень добрые карты, как закопать топор войны. Или когда договориться с очень важным человеком, выстроить какую-то красивую, грациозную дипломатию, которая перечеркивает какие-то все прежние недопонимания или какой-то сумбур, мои дорогие. Вот миссия, тут ничего не скажешь, у вас и карты такие выпали. Мои дорогие, любимые девы, перекладывайте на себя, а я вас хочу поблагодарить за то, что вы мне пишете добрые комментарии, описывайте свои житейские ситуации, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Благодарю вас за помощь и поддержку моего творчества. Читайте мои публикации и все ссылки на свой сайт. Не все ссылки, но основные я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.